Аркан дня рождения. Немного практики. Отдельно хочу остановиться еще на аркане даты рождения. Речь о нем уже шла, но сейчас хочу поговорить о нем чуть более подробно. А заодно и продемонстрировать самый простой прием расчета для начинающих нумерологов. Аркан дня рождения — это ваше отражение в прошлом, характер, таланты, модель поведения. И этот показатель считается одним из самых главных в кармической прогностике. Самый простой способ посчитать его — воспользоваться кармическим калькулятором, с которым вы уже знакомы. Но можно сделать это и вручную. Давайте попробуем. Оговорюсь, что здесь мы будем рассматривать только один, самый простой способ расчета аркана дня рождения. Например, Маша родилась 9 февраля. У нее 9-й аркан «Отшельник». Мудрые и самодостаточные люди. Аркан «Отшельник» символизирует некий путь к себе, поэтому кажется, что люди, рожденные под ним, сторонятся других, выглядят одинокими. На самом деле в них соединились глубокие переживания и всеобъемлющие познания. Мы приходим в этот мир со своими кармическими долгами и талантами, чтобы их завершить или развить соответственно. Поэтому так важно раскрыть все свои черты в плюсе, а не в минусе. Не стоит бояться негативных проявлений арканов. Отрицательные качества нужно знать, чтобы работать с ними и вовремя трансформировать в положительные. И сейчас на конкретных примерах я покажу основные положительные и отрицательные черты характера по каждому аркану. Приступим. Рожденные 1 числа. Аркан Маг. Сначала рассмотрим качества в плюсе. Люди, рожденные под энергией этого аркана, наделены незаурядными способностями. Для них важна личная и социальная реализация. Склонны к творчеству, умельцы с золотыми руками, хорошие управленцы, поэтому их можно часто увидеть на должности администратора или менеджера. Есть склонность к магическим способностям, отличные ораторские данные, могут завораживать и гипнотизировать своими речами и идеями. Для такого человека важно найти ту сферу жизни, где он будет иметь возможность творить и создавать в жизни что-то свое, уникальное. Это люди-новаторы, лидеры. В минусе рассмотрим обратную сторону мага и то, чего стоит избегать. Такие люди считают себя лучше других, признают только собственную ценность и значимость. Проще говоря, они эгоистичны, могут злоупотреблять своими способностями в корыстных целях и манипулировать словами. В этом случае нет магических способностей, но есть склонность к шарлатанству. Также присутствует хитрость и желание жить за чужой счет. Еще одна негативная черта — не завершают дела, зато хватаются за все сразу. Рожденные 2 числа. Аркан Верховная Жрица. В плюсе они обладают терпением и открыты новому, умеют обходить острые углы, улаживать конфликты. Они не претендуют на места на пьедесталах, находятся в тени лидеров, при этом отлично управляют ситуацией, контролируют происходящее издали, не вступают в открытые споры. Людям с этим арканом стоит уделять особое внимание своему подсознанию и фантазиям. Они чувствительны и заботливы по отношению ко второй половинке, часто их связывают крепкие нити с партнерами. Развита интуиция, присуще спокойствие и даже некий романтизм в семейных узах. Часто нацелены на семью, рождение и воспитание детей. Любят природу и домашних животных. Расположены к целительству и признают силу нетрадиционной медицины. Иногда снимают боль, тревожность, панику окружающих словами и уговорами. В минусе эти люди капризны и недоверчивы, не способны хранить тайны, имеют склонность к распространению сплетен, болтают лишнее, иногда бывают ленивыми, неряшливыми, слишком эмоциональными. Они часто озлоблены на окружающих, считают мир несправедливым, прячутся от общения, нелюдимы, могут предать, развернуться и уйти в самый сложный для окружающих момент. Им свойственны фальши и отношения ради выгоды. Это скрытые люди, чье поведение сложно предугадать. «Сам себе на уме», — говорят о них знакомые. Не могут пройти мимо скандала, обязательно вставят свои 5 копеек, разжигая конфликт. Рожденные 3 числа. Аркан Императрица. Люди, рожденные в эти дни, олицетворяют земное материальное плодородие, несут энергию изобилия, комфорта и красоты. Дом, семья, дети, положение и статус — все это важно для них. Любят комфорт в быту и общении, ценят хорошую еду и стильные и статусные вещи, интересные места, людей и компании. Именно по критериям комфорта и ценности будут выбирать партнеров, друзей, работу или бизнес. Дети и супруги для них тоже могут быть продуманной бизнес-идеей, которая демонстрирует определенный статус, уровень комфорта и прибыли. Умеют обращаться с деньгами, умело вкладывать и зарабатывать. Эти аспекты занимают большую часть их мыслей и действий. Сферы проявления людей, рожденных 3 и 25. Удачливость, щедрость, творчество и помощь. Они добрые и заботливые, как правило, хорошие хозяева. Внимательные матери и жены, отцы и мужья. Внешне обаятельны, привлекательны, выглядят всегда на 100%. Сексуальные, активные и темпераментные любовники.
В минусе третий аркан — это собственники и эгоисты. Им свойственны пассивность, лень, но при этом наблюдается деспотичность. Могут быть наплевательское отношение к внешности или лишний вес. Отсутствует вкус, но при этом есть зависимость от материальных вещей и от модных тенденций в целом. Возможны проблемы в сексуальной сфере, одиночество или беспорядочные связи, продажа тела. Женщины могут долго оставаться любовницами и не создавать супружеские отношения. Чтобы закрепить отношения с партнерами, они вступают в браки по расчету, пытаются привязать мужей через рождение детей, гонятся за статусом. Рожденным с третьим арканом свойственны неудовлетворенность, ревность и жадность. Такие люди требуют внимания, скандалят, устраивают истерики и постоянно высказывают претензии. Из них получаются неряшливые хозяева, могут быть проблемы с деньгами или рождением детей. Рожденные 4 числа. Аркан — император. 4-й аркан в плюсе ярко проявляется в склонности к порядку и дисциплине, крепкий дух и сила характера. Этим людям присуща железная логика, они смелые и амбициозные, легко добиваются результатов в спорте, поскольку ни энергии, ни выносливости им не занимать. Они любят и умеют внушать окружающим свое мнение, поэтому могут быть отличными руководителями или политиками. Часто даже семью используют для достижения статуса. Могут соперничать с отцом, ориентируются на его поступки даже во взрослом возрасте. У них кармическая связь. К тому же отличное чутье на выигрышное дело. В бизнесе таких людей всегда ждет успех. Они уверены, что сами творят свою судьбу. Чего стоит опасаться императорам? Такие люди могут быть чересчур упрямыми. Им сложно что-то доказать или донести другую точку зрения. Они агрессивны и деспотичны. У многих ярко проявляется обратная сторона любви к порядку — занудство и педантичность. Лень может погубить все перспективы. Вероятно, отсутствие работы и профессиональной реализации. Императоры могут бороться с властью, не принимать существующий строй, будь то устоявшийся режим в частной фирме или система управления страной. Они не хотят принимать во внимание мнение специалистов, не считаются с экспертными суждениями, могут быть жестокими и скупыми. Женщины этого типа могут иметь проблемы с мужчинами, а мужчины могут поднимать руку на спутницу или ребенка. Еще раз подчеркиваю, что не нужно бояться негативных качеств. Их нужно знать, чтобы корректировать и работать над переходом из негатива в позитив. Рожденные 5 числа. Аркан Верховный Жрец или Иерофант. Для них превыше всего закон и порядок. Они соблюдают традиции. Для них важны правила. Пятерки придают большое значение семье, воспитанию детей, а также с удовольствием обучают других. Учителя, ораторы, управленцы. Они мудрые, добрые, милосердные. К их советам прислушиваются. Ученики тянутся. Окружающие готовы следовать за такими лидерами. Сами постоянно обучаются. Ищут подтвержденные факты. Всегда перепроверяют источники, прежде чем подтверждать свои слова примерами. Эти люди часто становятся авторами разнообразных обучающих программ и методик. Из них получаются отличные наставники и надежные партнеры. В минусе стоит обратить внимание на излишнюю консервативность, сопротивление новым веяниям. Часто навязывают свои взгляды, постоянно поучают других, всегда уверены в своей правоте, знают как лучше. Могут нарушать границы окружающих непрошенными советами и нравоучениями. Без запроса на критику обрушивают свои знания на менее осведомленных товарищей. Им сложно дается сепарация, с трудом отпускают детей, хотят контролировать каждый шаг всех членов семьи. Могут быть агрессивными и настаивать на своих решениях с точки зрения силы. Часто за навязыванием своих правил скрывается неуверенность и желание получить одобрение. Иногда наблюдаются проблемы с учебой и неумением слышать других. Рожденные 6 числа. Аркан влюбленные. В плюсе эти люди обладают талантом к созиданию. Они склонны к гармоничным отношениям, как в дружбе или любви, так и в бизнес-партнерстве. У них многое получается легко, будто само собой. Они часто являются душой компании, вокруг них собираются эмоционально заряженные и позитивные люди. Это обаятельные личности, с удовольствием коммуницирующие с окружающими. Часто имеют тонкий художественный вкус, склонны к созданию произведений искусства. Они харизматичны, любят внимание к себе, умеют производить нужное впечатление. Эмоционально проживают неудачи, страдают от неразделенных чувств, погружаются в любое новое дело или отношение с головой, без остатка отдают себя тому, что нравится. Следят за своим внешним видом, но не переигрывают, с ними приятно находиться рядом. Ценят красоту и интеллект. Однако в минусе могут быть мстительными, недоверчивыми и крайне зажатыми эмоционально. Им сложно открыться, они мгновенно вспыхивают, часто меняют партнеров, убегают от сложностей, наперед придумывают крах в отношениях или делах. Они зависимы от мнения других, зациклены на внешних проявлениях чувств, часто судят по одежке. Стремятся к статусности и комфорту,
скрывая за этой гонкой собственные комплексы и неудовлетворенность, ищут любовь и всеобщее одобрение, при этом не умея принимать свою неидеальность. Рожденные 7 числа. Аркан Воин, Колесница. Это единственный аркан, сочетающий прорыв в самореализации, уверенность в себе и ощущение безграничной радости. В плюсе эти люди умеют ставить правильные цели, достигать их и побеждать, преодолевая трудности. Для них важно иметь планы, следовать намеченным пунктам, пошагово воплощать мечты в реализованные события. Смелые, настойчивые и решительные, не пасуют перед неудачами, поднимаются даже после падений и начинают снова и снова. Им важны как результат, так и грамотно выстроенный процесс. Они активны и любят работать в команде, им важна поддержка, хотя внутренних опор обычно достаточно и для самостоятельного плавания. 7 нацелены на карьеру и самореализацию в обществе. Им мало признания в рамках семьи и друзей. Амбиции и желание двигаться — их основные характеристики. Легки на подъем, все время находятся в эпицентре событий, открыты к переменам. В минусе этим людям свойственны безинициативность и трусость. Или, напротив, желание нахвататься дела, неумение отдыхать и расслабляться. Они боятся ответственности и стараются не высовываться. Часто не доводят дела до конца. Существуют в знакомом болотце, не ставят целей, не умеют мечтать. Могут проявляться враждебность, агрессивность, желание подавлять более слабых людей своей авторитарностью. Не умеют контролировать эмоции, доказывают всем, что жизнь — боль и борьба за место под солнцем. Вокруг много суеты и шума, а конкретных действий и, как следствие, результата нет. Рожденные 8 числа. Аркан справедливость. У них высокая степень ответственности за свои поступки, а также понимание, что ничего в жизни не дается просто так. Например, в бизнесе их действия должны быть прозрачными и искренними, иначе неминуемы провал и банкротство. В плюсе это дружелюбные люди, надежные партнеры, открытые в отношениях, в любой момент готовые подставить плечо. На них можно опереться. Им присущ трезвый взгляд на происходящие события даже в критических ситуациях. Это умные, рассудительные коллеги, справедливые начальники, верные в браке, чистые в любви и привязанностях. Они беспристрастны и сохраняют объективность. Им свойственны мудрость и быстрота реакций. Дело для них важнее слова. При этом всегда выполняют взятые на себя обязательства. На них смело можно положиться. Не любят громких выяснений отношений и открытых конфликтов. Стремятся к гармонии как в работе, так и в семье. В минусе ситуация кардинально противоположная. Часто придираются к окружающим, выискивают несправедливость по отношению к себе, необъективны и безответственны, любят сплетничать и плести интриги, распускать слухи, легко выходят из равновесия, постоянно жалуются на предвзятое отношение к себе коллег, в целом агрессивны и вспыльчивы, всегда ищут тех, кто виноват в их провалах, высматривают или выдумывают злые умыслы и заговоры. Часто наступают на те же грабли, повторяют в 20-й раз одни и те же ошибки, не умеют и не хотят анализировать, горделивы, эгоистичны, не к месту упрямы и конфликтны, не хотят налаживать связи и взаимодействовать с окружающими, живут в полной уверенности, что мир несправедлив, страдают и обижаются по пустякам. Рожденные 9 числа. Аркан-отшельник. Мудрые и самодостаточные люди. Аркан-отшельник символизирует некий путь к себе, поэтому кажется, что люди, рожденные под ним, сторонятся других, выглядят одинокими. На самом деле в них соединились глубокие переживания и всеобъемлющие познания. Они осознают свое предназначение, слышат истинные потребности и ощущают уверенность не только в сегодняшнем дне, но и в будущем. Действуют наверняка. Не боятся одиночества и старости, но при этом помногу бывают замкнуты в себе, не умеют проявлять эмоции, осторожничают и не раскрываются в общении даже с близкими. В минусе эгоистичны, не хотят помогать другим и делиться своими знаниями и умениями. Если однажды успели разочароваться в любви, то потом долго зализывают раны, становятся колючими и никого не пускают на свою территорию. Многие живут без пары, долгие годы не находят идеал и предпочитают затворнический образ жизни. Прячут свои комплексы неполноценности за гордыней, преувеличивают недостатки окружающих, не видят преимуществ, иногда омрачают существование суицидальными мыслями, склонны к депрессивным состояниям. Рожденные 10 числа. Аркан Колесо Фортуны. Это аркан энергии, движения, потока и успеха. В плюсе таких людей сопровождает удача. Они точно не упустят открывающиеся перед ними возможности, отлично знают, что делать с деньгами и как найти друзей. Кто же не захочет общаться с легким и позитивным человеком? Не могут усидеть на одном месте, любят путешествия, никогда не считают копейки, всегда щедры, их часто называют душой компании. Десятки — настоящие генераторы идей, в том числе и крутых бизнес-планов. В минусе им присущи лень и пассивность, отсутствие идей и инициативы. Могут погрязнуть в долгах или жить за чужой счет.
Ничего не хотят делать, руки опускаются. А чтобы собраться с силами, им нужно найти стороннего авторитета или наставника. В свои силы не верят. Не сидят долго на одной работе, часто их меняют. Серьезным занятием предпочтут тусовку. А могут просто взять и отправиться в путешествие автостопом, прихватив пару кредитов и много долгов. Я говорю о негативных качествах не для того, чтобы запугать кого-то, а чтобы показать лицо врага и призвать вовремя реагировать на эти проявления. Но не бойтесь негативных качеств. Рожденные 11 числа. Аркан сила. Аркан силы слова, духа и потенциала. Начнем с качеств в плюсе. У рожденных в этот день в запасе шквал энергии. Их мысли и намерения обладают огромной силой. Эти люди не похожи на других. Они энергетически сильны. Часто среди рожденных 11 числа встречаются яркие индивидуальности с запоминающейся внешностью и поступками. Смелость и активность не дают им сидеть на месте. Мощная энергия позволяет добиться любой поставленной цели. Это прирожденные борцы, которые точно знают, что хотят получить и за что будут стоять до победного конца. Часто тщательно скрывают свои эмоции, иногда даже близкие не знают, что происходит у них в душе. Но перед собой и семьей они всегда честны. Не стоит сомневаться в их верности. За скрытностью, а порой и некой грубостью, прячутся чистые помыслы. Эти люди — пример настоящего трудоголика. Они готовы работать над задачей качественно и упорно, без сна и отдыха. Они упорны в достижении целей, поэтому часто становятся отличными бизнесменами, тренерами и лидерами, за которыми хочется следовать. Горячий темперамент, природная сексуальность и страстность делают их прекрасными любовниками. В минусе могут оказывать давление на близких, вплоть до применения силы. К сожалению, их агрессия и грубость могут перерасти даже в настоящее насилие. При этом им самим конфликтность и упрямство приносят много проблем, а неумение отдыхать и потеря энергии провоцируют болезни и усталость. В минусе рожденные 11 числа не любят и не принимают себя, остро ощущают бессилие, нелюбовь со стороны близких и последующий резкий упадок сил. Рожденные 12 числа, аркан повешенный. В плюсе это милосердные люди с богатым внутренним миром. Они мудры и способны сострадать. К особенностям характера относятся такт, терпение и дипломатичность. Они пришли в этот мир, чтобы нести добро, добавлять в жизни окружающих добрые и светлые краски, обладают высоким уровнем эмпатии, на все готовы пойти ради семьи, близких, родных, со всей душой служат другим людям, часто забывая о себе. Любят музыку, творчество. У многих из них первые годы жизни тяжелые, но с возрастом все становится на свои места. В минусе постоянно впадают в жертву, могут умело манипулировать близкими в угоду своим желаниям. Обидчивые и ранимые страдальцы, ленивы, склонны к иллюзиям. Бывают сложности в личной жизни. Могут жертвовать собой и своей жизнью ради ребенка или партнера, например, чтобы удержать в семье мужа или жену. Женщина с таким арканом может терпеть побои, а мужчина находиться под каблуком авторитарной спутницы, склонны к созависимым отношениям. Из-за этого способны возникать различные расстройства, апатии, депрессии. Люди часто могут находиться в упадническом настроении, погружаться в уныние. Возможно, привязанность к алкоголю или таблеткам, постоянно зависимы от кого-то или чего-то, мужей, жен, шефа, обстоятельств и даже погоды. Надолго зависают в своих проблемах. Рожденные 13 числа, аркан смерть. Традиционно начинаем с положительных черт характера. В плюсе это весьма сильные личности, лидеры, управляющие другими. Они волевые и харизматичные. Даже в самых сложных ситуациях проявляется скрытый резерв, и они все решают, приводят в порядок дела в кратчайшие сроки и наилучшим способом. Это бойцы по натуре, стремятся, падают и снова поднимаются. Им нравится все начинать сначала. Из таких людей получаются хорошие антикризисные менеджеры. В то же время они бывают загадочными, мистическими, и не все окружающие их понимают. У 13-х мощная энергетика, которая преображает пространство вокруг. Их слова, а часто и мысли, сбываются. Эти люди активно работают над собой, стараются вести осознанную жизнь и приобщать к ней окружающих. К чертам, раскрывающимся в минусе, можно отнести склонность к саморазрушению. Если кратко, то это затянувшийся кризис жизни или американские горки. Рожденные 13 числа могут причинять зло другим. Им свойственна необязательность. Как правило, начинают дела и не доводят до конца, быстро теряют интерес. Боятся перемены будущего, поэтому не хотят избавляться от старых вещей, зацикливаются на воспоминаниях и том, что себя изжило, включая отношения, не умеют отпускать. Бывают резкими, скандальными, а порой и грубыми или даже жестокими. В глубоком минусе могут участвовать в криминале, разборках, нападениях. Бывают зависимости, склонности к суициду, сложные болезни. Не ценят жизнь как таковую. Часто сталкиваются с большим количеством испытаний и опасностей, особенно в молодости. Рожденные 14 числа, аркан умеренность. В плюсе характера — толерантность.
Эти люди готовы вытерпеть многое. Они отличаются зрелостью и мудростью, часто неторопливы и рассудительны. Их сложно вывести из себя. Они редко поддаются на провокации. Спокойствию и уравновешенности 14-х можно позавидовать. Такие люди стремятся делать добро. Их не нужно просить о помощи, они с радостью окажут услугу. В этом случае дипломатичность помогает обойти острые углы и избежать открытых конфликтов. Рожденные 14-го с ранних лет жизни начинают разбираться в людях. Это прирожденные психологи и эмпаты. Они умеют выстраивать крепкие и долгосрочные отношения. Люди с ангельской душой. В минусе могут раскрываться лень и неуравновешенность. Мгновенно вспыхивают. Их легко можно вывести из себя. Безответственные и жадные, часто необъективные. Нет внутренней гармонии. Чувства, мысли и желания противоположны. Поэтому людей раскачивает, как на качелях, штормит. Не вникают в суть вопросов. Довольно поверхностны. Зато активно интересуются чужой жизнью и проблемами. Может быть, алкогольная зависимость. Рожденные 15 числа. Аркан Дьявол. Этот аркан еще иногда называют бывшим воином света. В плюсе люди, рожденные под ним, обладают энергией безусловной любви и принятия. Рядом с ними у других людей усиливаются собственные качества характера, как негативные, так и положительные. Если 15-е научатся управлять этим даром, то смогут погрузить окружающих в атмосферу света и добра. Открыть и осветить путь человека. Эти люди видят других насквозь и знают, когда нужно протянуть руку помощи. Дьяволы наделены сильным природным магнетизмом. Благодаря обаянию и харизме они всегда достигают своих целей. Машины, квартиры, любые материальные блага при желании даются им довольно легко. Они имеют авторитет в обществе. В минусе аркан проявляется кармической программой искушения и выражения всех темных сторон личности. Люди сталкиваются с испытаниями славой, властью, разными излишествами, страстью и деньгами. Если человек справляется с этими проверками, то происходит трансформация негативной энергии в позитивную, когда рожденный 15 числа становится творцом своей реальности. Почти все ежедневно сталкиваются с проверками этого аркана. Простить или обидеться, смолчать или нагрубить, помочь или отвернуться. Если человек понимает, для чего все это, тогда 15-й аркан помогает ему проработать характер, укрепить силу духа. Рожденные 16 числа. Аркан Башня. Это выход за рамки привычного. Люди, рожденные 16-го, часто обладают хорошей интуицией и сильной энергетикой. Иногда проявляются экстрасенсорные или целительские способности. Они склонны разрушать старое и создавать новое. Иногда судьба подбрасывает им неприятные сюрпризы, но сложности закаляют характер, развивая стратегическое мышление. Эти люди — прекрасные организаторы, им легко даются созидающие профессии. Это касается как в прямом смысле строительства, архитектуры или дизайна, так и укрепления отношений, выстраивания семейных ценностей, налаживание связей с общественностью. В минусе рожденные 16-го, капризные, склонны к агрессии, эмоциональному негативу. Они часто попадают в травматичные ситуации, властные, категоричные или жестокие. Им присущи вспышки злости, даже гнева или ярости. Это разрушители собственной жизни, склонные к экстремальным решениям и притягивающие шокирующие события. Рожденные 17 числа. Аркан Звезда. Они неординарные, яркие, необычайно энергичные, хорошие друзья, всегда в прекрасном расположении духа, умеют привлечь к себе внимание и сплотить коллектив. Им присуща самореализация через творчество. Часто организовывают собственное дело, которое в итоге невозможно не заметить. Эти люди — интересные собеседники и рассказчики. Многие из них связывают свою жизнь со сценой или ярко жестикулируют, собирая восторженные взгляды окружающих. Имеют хорошее чувство юмора и стиля. Могут состояться практически в любой профессии, легко и быстро становятся экспертами, мастерами в своей нише. Часто издали видят перспективы и высшие взаимосвязи происходящего. Интуитивно выбирают верное направление развития. В минусе могут оказаться несостоявшимися творцами, считать себя гениями, но оставаться без признания общественности. Страдают из-за этого, превращаются в капризных, всем недовольных личностей. Не умеют зарабатывать, поскольку уверены, что искусство — удел бедняков, а любимое дело не может стать профессией. Скатываются в апатию и скуку, жаждут любви, но прячутся от социума за пеленой комплексов, впадают в жертву, иногда бессознательно манипулируют другими. Бывают ситуации, когда вполне успешные люди неожиданно ловят звездную болезнь и в корне меняют свой стиль общения. Становятся заносчивыми, эгоистичными, предвзято относятся к близким, смотрят свысока на коллег и соратников. Могут быть тщеславными и заносчивыми. Постепенно, сводя общение с друзьями к минимуму, становятся одинокими. Непонятые гении. Рожденные 18 числа. Аркан Луна. Людям с этим арканом свойственны богатое воображение, развитая интуиция и энергетическая связь с природой и близкими. Это эмпаты. Они харизматичны, сексуальны, интересны для противоположного пола.
Имеют склонность к творчеству и разнообразные таланты. С удовольствием занимаются бытом, добавляя уютные детали в интерьер, создают уют и психологический комфорт. Часто находят ответы на сложные вопросы во сне, верят в знаки, иногда связывают свою жизнь с эзотерикой или мистикой. Это романтичные натуры с тонкой душевной организацией. Умеют предвидеть будущее и интуитивно принимать верные решения. Таких людей легко обидеть, но они не держат зла, быстро прощают. В минусе рожденным 18 числа свойственны зависимости разного рода. Они склонны к апатии и депрессии, могут заниматься темной магией. Верят в привороты и пользуются ими, или наоборот, боятся эзотерики как огня. Часто сплетничают, лгут, могут обманывать даже родных людей. При этом иногда и вовсе отгораживаются от реальной жизни, замыкаются в своих фантазиях, получают удовольствие только от выдуманных событий, наделяют окружающих несуществующими характеристиками. Это лицемеры, склонные к конфликтам, часто в отношениях руководствуются двойными стандартами. Боятся жить, прячутся за спинами других, опасаются высказывать свою точку зрения, иногда не имеют ее, только подражая окружающим. Рожденные 19 числа. Аркан Солнца. 19-й аркан — это успех, жизнерадостность и харизматичность. Эти люди полны идей, готовы создавать и реализовывать крупные проекты. Их чувства свежи, они заботливы и стремятся к гармонии. У них хорошие отношения как с коллегами, так и в семье. Они полны оптимизма и легко завоевывают всеобщую любовь. Это лидеры, которые всегда знают, как найти общий язык с другими и достичь самых разнообразных целей. Мыслят глобально, не размениваются на мелочи. Эти люди счастливы и успешны. У них многое получается без проблем, совмещают карьеру и семью, умеют любить и ценят дружбу. В минусе проявляют себя властными, жестокими, деспотичными партнерами, создают хаос вокруг себя, не способны любить, только разрушать, постоянно желают быть в центре внимания, тщеславные, жадные, самовлюбленные, не замечают никого вокруг, уверены в своей уникальности, эгоистичны, стремятся подчинить своей воле более слабых, могут инициировать проблемы и недопонимание в коллективе. Возможны проблемы в отношениях с противоположным полом и с детьми. Рожденные 20 числа. Аркан Страшный суд. В плюсе у них проявляются черты мудрых и глубоких личностей, обладают правильной системой ценностей с четкими внутренними моральными ориентирами, хорошо чувствуют законы кармы и первоначальной истины. Такие люди, как правило, несут особую миссию на Земле. У них множество талантов и способностей, умеют управлять людьми, выстраивать взаимосвязи и сами легко встраиваются в большие системы и аппараты. Проницательны. От их взгляда не скрыться. Такие люди видят окружающих насквозь. И плохие качества, и хорошие. Двадцатки не конфликтные, но сложные. Их не просто разгадать. При этом очень заботливые и семейные. Семья у них всегда на первом месте. В минусе это пустые и не осознающие своего предназначения личности. Они не понимают, куда двигаться, не видят собственных талантов и потенциала, окутаны страхами, сомнениями, переживаниями, могут быть излишне консервативными, сопротивляться переменам, не способны адаптироваться к новым условиям, не имеют системы ценностей. Им присуща забывчивость и провалы в памяти, при этом обиды помнят долго, склонны к мести. Бывают зацикленными на семье, но могут превращаться в домашнего тирана. Часто проявляют неуважение к старшим, стыдятся своего происхождения, осуждают родителей. Их тянет в мир темной материи, часто могут разговаривать о смерти. Рожденные 21 числа. Аркан Мир. В плюсе энергия Вселенной дает силы и мудрость для гармоничной жизни. Эти люди легко решают споры и конфликты, понимают проблемы других. Их основные ценности — спокойствие и доверие. Они чувствуют сердцем и многое интуитивно знают наперед. Люди с 21-м арканом выбирают масштабные цели и строят глобальные планы на жизнь, остальное для них второстепенно. Профессия, мечты и семья — все это тоже может быть связано с миром. Работа за рубежом, путешествия, межнациональный брак. Они легко адаптируются к изменениям и не боятся нового. Где бы ни находился человек, мир, он чувствует себя как дома, всюду в своей тарелке. Часто именно 21-й аркан наделяет человека необычными способностями. Это или экстрасенсорные возможности, или склонность к целительству, или способность уходить в глубокие медитации и понимать истинные намерения окружающих. В минусе могут проявиться агрессия по отношению к людям, нетерпимость к иным религиям или межрасовые предрассудки. Иногда проявляются страхи остаться в чужой стране или заразиться экзотическими болезнями. Рожденные 22 числа. Аркан Шут. Дурак. В плюсе характер проявляется в безусловном лидерстве и нежелании сидеть на одном месте. Эти люди легкие на подъем и всегда готовы к новым открытиям. Творческие натуры с богатым воображением. Они не копят зло, быстро прощают и легко отпускают обиды. Часто любят выделяться и быть в центре внимания, поражать окружающих как экстравагантной внешностью, так и неординарными поступками.
У них всегда фонтан идей и множество предложений. Кажется, что их энергия никогда не иссякнет, а творческие и бизнес-идеи рождаются буквально ежесекундно. Жалобы, нытье, уныние — это точно не про них. Жизнь для рожденных 22-го — просто увлекательная игра. Они легко относятся ко всему — ошибкам, проблемам, непогоде, даже к собственным правам и ежедневным обязанностям. А вот в минусе они становятся инфантильными, погружаются в мир фантазий, воспринимая их как реальность. У них по-прежнему вагон идей, но ни одна из них не доведена до логического завершения. Многие обещают, но не делают. Дела, даже любимые и приятные, так и остаются незавершенными. Рожденные 22 числа могут необдуманно рисковать и играть в русскую рулетку с жизнью. Они руководствуются сиюминутными импульсами и часто не могут верно оценить обстановку. Если таким людям попытаться помочь, то быстро понимаешь, что это бесполезно. Они уверены, что знают все лучше других, непоколебимы в своей правоте. Могут сбегать от проблем в алкогольной компании и с помощью наркотических веществ. Быстро заводят непутевых друзей, которые, в свою очередь, живо откликаются на подобный образ жизни.